Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео я готовлю вот такой необыкновенно вкусный, очень красивый в разрезе торт «Оранжевая капля», в котором прекрасно сочетаются яркий вкус апельсина, белого шоколада, тыквы и корицы. Торт такой с пряной ноткой. И все покажу, расскажу в данном видео. Приготовим прослойку. Здесь у меня 600 грамм свежей тыквы. Тыква у меня такая сладкая. Я ее нарезала, чтобы мне удобно было ее сейчас тушить с сахаром. 70 грамм сахара я туда насыпаю. Цедру одного большого апельсина. Цедру снимаем, чтобы не получилось там белые мякоти внутри еще. И 200 миллилитров свежевыжатого апельсинового сока. Сок у меня очень кислый, апельсины кислые. Если же у вас сок сладкий, я советую вам добавить в него хотя бы 1 чайную, а лучше столовую ложку лимонного сока. Вот в эти 200 грамм. И ставлю сейчас на плиту и буду тушить где-то минут 20. Все зависит от сорта вашей тыквы, чтобы тыква стала очень мягкой. Может быть, вам понадобится и 30 минут. Масса у меня готова. Тушила я ее под крышкой на среднем огне. И необыкновенный аромат стоит, естественно, от этой смеси. Сейчас я все это пробиваю блендером и уже буду перекладывать в ту посуду, где она у меня будет остывать с желатином. Отставляю пока в сторону. Здесь у меня 15 грамм желатина. Я заливаю его сейчас 6 столовыми ложками холодной кипяченой воды. И просто все это размешиваю. Сколько это будет длиться, зависит только от качества вашего желатина. У меня он набухает очень быстро, буквально за 5 минут. Пюре у меня еще очень горячее. Я добавляю туда весь набухший желатин. Если у вас желатин набухает медленно, прогрейте его предварительно в микроволновке или на водяной бане, а потом только добавляйте в пюре. Все это я размешала до однородности. Накрываю сейчас крышкой и ставлю в холодильник, чтобы смесь застыла. Итак, теперь готовлю крем. Здесь у меня 500 мл сливок, очень хорошо охлажденных, жирностью 33%. Не менее 30% должны быть сливки. Также добавляю туда 2 пакетика ванильного сахара и 50 грамм сахарной пудры. Взбиваю это все до пышности. Такие не совсем устойчивые пики у меня здесь. И добавляю туда также 300 грамм творожно-сливочного сыра. Вы можете добавить сыр типа Филадельфия, Альметта. Если у вас такого нет в вашей стране, можно добавить маскарпоне. И сейчас взбиваю это все до однородности. И уже будет масса очень устойчивая. Взбиваю буквально минуту, не больше. Просто чтобы разошелся творожный сыр там. Также я туда добавляю 250 грамм пастообразного творога 9% жирности. Если у вас нет пастообразного творога, вы можете перетереть его через сито или пробить творог блендером. Все это также я взбиваю совсем немного до однородности. И здесь я растопила 200 грамм белого шоколада. И вливаю теплый белый шоколад во взбивающуюся массу. Ничего здесь не расслоится, если шоколад у вас качественный. Смесь готова.
Буквально взбивала я здесь еще минутку, пока все ингредиенты просто объединились. Крем очень хороший, и можно украшать шапочки у капкейков. Я потом покажу вам, как я буду украшать этот тортик. И он прекрасно, даже можно им выровнять домашний тортик. Смесь у меня застыла, я ее пробила блендером. И вот такая однородная масса должна получиться. Пару часов она у меня провела в холодильнике, эта смесь. Не вошло это в кадр, как я ее пробивала блендером, но я думаю, это и так понятно. Перекладываю все это в кондитерский мешок, и потом из кондитерского мешка я уже буду наносить эту массу на коржи. Вот такая линия должна из нее отсаживаться. Бисквит к этому торту я готовила в предыдущем видео. Бисквит очень ароматный, пряный, с ярко выраженным апельсиновым вкусом, с корицей. И готовила я его на томатном соке. Ссылку на видео, подробное видео по приготовлению этого бисквита я оставлю вам в описании к данному видео. Проходите по ссылке и смотрите, как готовится этот бисквит. Итак, я начинаю сборку торта. Диаметр бисквитов у меня здесь 20 сантиметров. Я выкладываю примерно 4-5 ложек крема, полных столовых ложек крема на каждый корж. Разравниваю весь этот крем. Крем очень стабильный, то есть он не требует здесь даже кондитерского кольца, чтобы я его собирала, потому что здесь добавлен белый шоколад, также здесь творожно-сливочный сыр, и все у нас держится превосходно. И наношу уже из кондитерского мешка нашу прекрасную ароматную оранжевую прослойку. И так я делаю со всеми коржами теперь. Как только я нанесла, тут же я выравниваю бока, чтобы нигде у нас крем не выступал, но он и не выступает, он очень хорошо держится. Как видите, торт я собираю без кондитерского кольца. Этого количества фруктовой прослойки как раз хватает на 4 слоя. Если же вы хотите сделать тортик пониже, берите половину порции просто. Накрываю все это последним коржом. Коржи очень влажные, сочные, я их не пропитываю. Крем очень нежный. Все это ставлю в ацетатную пленку в кондитерское кольцо и убираю сейчас на несколько часов в холодильник. Недолго, можно буквально часа на 3 убрать. Остаток крема я также убираю в герметичном контейнере в холодильник. И потом этим кремом я буду украшать торт. Если же вам не нужно украшение внешнее этого торта, а только начинка из этого крема, делайте 2/3 от данного количества крема. У меня прошло примерно 3 часа, я достала торт из холодильника. Он у меня стабилизировался. И я его сейчас уже буду украшать тем кремом, который я оставила. Крем я очень интенсивно перемешала, и вот сейчас я уже наношу крем на торт. Выравниваю его слегка, потому что тортик домашний, просто чтобы вам показать весь смысл, как собираются подобного рода торты. Здесь немножко структуру на бок наношу, и это все по желанию, естественно, как вы его будете украшать. Его также можно украшать и любым другим кремом. Кондитерская насадка здесь у меня 1М. Делаю такие розеточки. И посыпаю также натуральными апельсиновыми цукатами. И вот такой тортик у меня получается. Торт очень солнечный, очень насыщенный во вкусе. Тыквенно-апельсиновая начинка. Тыква абсолютно не чувствуется во вкусе здесь. То есть чувствуется апельсин. И еще раз повторю, если апельсин у вас сладкий, добавьте туда 1 ложку лимонного сока, хотя бы чайную ложку в эту начинку, когда вы ее будете проваривать. У меня просто очень кислый сок апельсиновый, поэтому я этого не делала. И вот такой разрез у нас прекрасный получается.
Торт очень сочный, очень нежный. И такой тортик можно готовить круглый год. Можно его готовить также из замороженной тыквы. Томатный сок также есть всегда в наличии для бисквита. Ну и апельсины тоже, я думаю, найдутся. И я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.